А вот и Ковров. Ну и зачем мы сюда приехали? Ты же обещал, что будет интересно. А здесь обычные улицы, обычные дома и люди тоже самые обычные. Не торопись. Знаешь, иногда нужно всмотреться и узнать больше. Я читал, что здесь, в Коврове, особенно гордятся своей историей. Ведь он город воинской славы. К тому же, интересных традиций тут немало. Уверен, нам понравится. Ну давай, удиви меня своими познаниями. А у города есть своя легенда? Конечно. Говорят, когда-то, в XII веке, Владимирский князь Андрей Боголюбский заблудился в этих местах. Он мог погибнуть в лесу, но чудом набрел на избушку, где жил зверолов. Звали его Елефан. Необычное имя. Да, старинное. Так вот, Елефан спас князя. Дело было зимой под Рождество. В честь спасения на высоком берегу реки Клязьма, примерно в этом месте, много веков назад, построили деревянную церковь Рождества Христова. Со временем маленькая деревня Елефановка разрослась до села Рождественского. Теперь видишь, здесь стоит Христорождественский собор. Посмотри, какой красивый. Да. А еще чем-то он известен? Да, в нем хранятся святыни. Самое главное — икона Смоленской Божьей Матери. Она считается чудотворной. Верующие приходят к ней с надеждой на исцеление. Почему же город Ковровым называется? Это как-то связано с коврами? Еще как! По легенде, во время Куликовской битвы один из местных князей Стародубских завоевал дорогой трофей – ханский ковер. За это его род получил меткое прозвище Ковры, а местное село Рождественское стало Коврово. И зайцы на гербе тоже не случайно? Да, их очень много водилось в местных лесах. На них царские фавориты любили охотиться. Вот в 18 веке зайцев и поместили на гербе, когда учредили уездный город Ковров. Слушай, а что это за усадьба двух генералов недалеко от Коврова? Название привлекательное. Я знаю, она в Павловском. Ее стоит посмотреть. В Коврове ведь всегда чтили военные традиции, а в этой усадьбе можно узнать о настоящих героях. А еще, наверное, будет интересно посмотреть, как жили в дворянских усадьбах. Давай я немного расскажу. В конце 18 века Павловская принадлежала князьям Ливанидовым, а в середине 19-го в этих местах поселились их родственники из другого известного рода – князья Юкичевы. Андрей Ливанидов, русский офицер, имел много боевых наград, герой двух русско-турецких войн. Участвовал во взятии турецкой крепости Измаил. А когда генерал вышел в отставку, начал обустраивать усадьбу. Здесь так живописно. А кто же второй генерал? Это Василий Юкичев, тоже настоящий герой. Участвовал во многих сражениях и даже в Бородинской битве, но до генеральского чина он дослужился позже. Он тоже много занимался усадьбой в Павловском. Сам дом до наших дней, правда, не сохранился, но остались изображения, чертежи и даже часть комплекса. Хорошо, что сейчас усадьбу возрождают. Как здесь здорово, и парк такой красивый. Гуляя по Коврову, ты увидишь, город настоящий воин и труженик, и люди здесь особые. Ты заметил, в Коврове столько памятников и военных мемориалов, и у каждого, наверное, своя история. Вот мемориал памяти ковровчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А рядом аллея героев Советского Союза. Да, 15 ковровчан были удостоены этого звания во время войны. Знаешь, а ведь Ковров – город воинской славы. Им вся Владимирская область гордится. Хоть во время Великой Отечественной здесь и не было военных действий, но тысячи горожан ушли на фронт.
А те, кто остался в тылу, работали и приближали победу. Наверное, в Коврове создавали оружие для фронта. Да, 100 лет назад на Ковровском пулеметном заводе уже работали знаменитые конструкторы оружия. И их имена звучат в их изобретениях. Первый в мире автомат Федорова, автоматическая винтовка Симонова. Ну а знаменитое противотанковое ружье, ручной пулемет Дегтярева, ты могла о них слышать по фильмам о войне, ведь это было важнейшее оружие Красной Армии. Василий Дегтярев 30 лет проработал на этом заводе. Вот почему оружейный завод носит имя Дегтярева. Ну конечно, за время войны предприятие отправило в армию более миллиона единиц различного оружия, за что получило высочайшие награды – Орден Трудового Красного Знамени и Орден Ленина. Это и сейчас ведущее оборонное предприятие. Кстати, в Коврове есть и дом-музей Дегтярева. Между прочим, у Дегтяревых было 9 детей. Трудно поверить, что в этом маленьком домике долгие годы жила такая большая семья. А вот и улица Лепси, где увековечена память знаменитых оружейников – Бахерева, Шпагина, Федорова, Горюнова и даже Калашникова. Ну, Шпагина ты точно знаешь. Он изобрел пистолет-пулемет ППШ, который стал самым массовым оружием во время войны. Здорово, что Ковров остался крупным промышленным центром и сейчас. Обязательно потом сходим в Ковровский музей. Там узнаем о городе все. Ну, что еще необычного посмотрим? Думаю, новый родительский сквер. Он же совсем недавно открылся. Он полностью посвящен семье. Наверное, здесь здорово гулять вдвоем и с детьми. Уверена, помогают семьям и духовные традиции. А вот как раз и Спасо-Преображенский собор нас встречает. Классный вид с моста через Клязьму. Его построили в 19 веке из красного кирпича. Красивый. Очень похож на дворец. А хранятся в нем духовные сокровища. Одно из них – особо чтимая икона Божьей Матери Самарская. Верующие еще называют ее дарующее материнство. Она помогает бездетным супружеским парам стать родителями. Обычные люди, обычная жизнь и необычные вековые традиции. Смотри, какую красоту можно сделать из глины. Я знаю, это целый народный художественный промысел с древними корнями. Ковровская глиняная игрушка. Голубая глина для нее, кстати, местная, добывается неподалеку. Игрушки обжигают и расписывают с удивительным мастерством. Получаются игрушки яркими и обаятельными. Настоящие произведения искусства. Маленькое чудо идет от души, появляется благодаря рукам мастера. Так это просто живые картинки традиционного русского быта. А сколько сказочных сюжетов! Посмотри, а ведь эти композиции из фигурок можно достраивать самому. А как тонко проработаны детали! Кого здесь только нет! Игрушки занимаются делами, гуляют, играют, встречают гостей и даже парятся в бане.
Уверена, такие игрушки понравятся не только детям, но и взрослым. Эту фабрику создала и почти 30 лет сохраняет ее руководитель, художник Нина Баранова. Она – вдохновитель всех процессов здесь. Кстати, ковровская игрушка не только сувенир. Мастера проводят занятия, приходят с игрушками в местные школы и детские сады. А я понимаю, почему промысел продолжает жить. В этих игрушках столько добра и юмора, столько радости и ярких красок. В них вся русская душа. Кстати, большая коллекция ковровской игрушки хранится в Музее природы и этнографии. Он расположен в старинном купеческом доме, где, между прочим, более 10 лет жил конструктор оружия Федоров, создатель первого в мире автомата. Теперь бы все это запомнить, столько всего узнали о Коврове. Давай просто погуляем. А сейчас я покажу тебе еще одно сказочное место под Ковровом. Это усадьба Танеевых в селе Маринино. Здесь сохраняют традиции дворянской культуры. Представляешь, деревянному дому имения более 250 лет. Я читала, что в роду Танеевых было много выдающихся людей. Министров, генералов, юристов, поэтов и музыкантов. Один из самых знаменитых — композитор Сергей Танеев. Он учился у Рубинштейна и Чайковского, учил Рахманинова и Скрябина. В усадьбе можно и самому представить себя музыкантом и узнать, как звучат настоящие инструменты. Здесь прошлое встречается с будущим. Легко пофантазировать, как здесь жили люди, как выглядели и о чем мечтали. Мне кажется, мы чем-то на них похожи и даже могли бы подружиться. Я бы хотела. Смотри, а это старинные марининские игры. Они тоже были традицией в усадьбе. Маленькие бирюльки. А вот забавы тоже на ловкость. Закидушка и накидушка. А в такие шахматы дома не сыграешь, только на свежем воздухе. Мой ход. А эта игра называется серсо. Кольцо подкидывают в воздух, и его нужно поймать. В такую игру я точно тебя обыграю. Здесь удивительная атмосфера.
нам пора ехать дальше. Ну вот, а мы еще столько не посмотрели. Тебе понравился Ковров? Знаешь, я представляла его совсем по-другому. А теперь точно будут приятные воспоминания. Я запомнил его героев, его краски, его душу и традиции. Давай еще вернемся сюда, и это будет новая история.